Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Алексей Шамин, я управляющий партнер агентства видеорекламы «Видеозаяц». В предыдущем выпуске я рассказывал о сроках создания анимационных видеороликов и от чего они зависят. В этой второй части еще подробнее и шире разберем тему и посмотрим, как можно ускорить видеопроизводство. Это особенно актуально для потенциальных клиентов на создание видео, так как вы сможете легко понять, адекватные ли сроки вам выставил тот или иной подрядчик. Начнем! Сроки – беда большинства проектов. В договоре мы прописываем сроки около месяца, но реальные сроки на практике выходят около 2 месяцев. Почему так, станет понятно чуть позже. Как правило, чем крупнее компания заказчика, тем больше времени тратится на согласование всех этапов видеопроизводства, начиная от заключения договора, заканчивая сдачей проекта. Чем выше сложность финального продукта, тем больше времени необходимо закладывать на создание и согласование каждого этапа. Ведь чем крупнее и сложнее проект, тем большее количество альтернативных вариантов разработки любой мелочи есть у клиента. По наблюдениям, на больших проектах время на менеджмент сильно превышает время на разработку, то есть обсуждение какой-то мелочи занимает пару дней, а ее разработка пару часов. Например, мы 4 дня согласовывали в имиджевом фильме Сибура появление в кадре формул полипропилена и полиэтилена низкой плотности, вы их видите на экране. И когда наконец четко стало ясно, что делаем эффект трансформеров, когда из одних букв появляются другие и нашли референсы, то собрали анимацию этого короткого отрывка за пару часов. Часто больше всего времени уходит на предпродакшн, то есть подготовку технического задания, составление сметы и план графика работ, заключение договоров, написание и согласование сценария видеоролика, зарисовку кадров в виде скетчей. Так, на создание видеоролика «Аберой» у нас ушло 3 недели, а стадия предпродакшена длилась 3 месяца. Ждали все это время исходных материалов для монтажа от заказчика и согласовывали сценарий. Кстати, не стоит щадить времени на создание сценария к видеоролику, потому что от качества и оригинальности идеи наиболее сильно зависит успех рекламного видео. Если проект растягивается на срок до полугода и более, он становится невыгодным нам как видеостудии, так как мы несем повышенные издержки из-за удлинения времени работы, и невыгоден заказчику, так как он не запускает ролик, а то и сам бизнес-проект с роликом вовремя и теряет возможную прибыль. Если вы, будучи заказчиком, пропали, а затем возвращаетесь спустя полгода-год, имейте в виду, что ваш проект уже не в приоритете и теперь стоит в очереди. Иногда заказчики появляются спустя полгода и требуют срочно продолжить создание видеоролика. Таких случаев у нас было достаточно. За это придется доплачивать, поскольку коллектив уже занимается другими задачами. Также может поменяться ценообразование проекта, так как прошло уже много времени. Помните, что создание видео – это совместная работа. Если вы уезжаете или временно не можете что-либо согласовывать, предупреждайте. Делается доп. Соглашение и работа продолжается позже. В таких случаях срок создания видеофильма исполнителем автоматически увеличивается на срок приостановок работ. Для клиента все происходит виртуально, поэтому для него время идет очень быстро, и он может даже не заметить, как время проходит, хотя все сроки прописаны в документах. Мы всегда напоминаем клиенту об этих вещах. На каких этапах работы заказчик может затягивать сроки? Заполнение или уточнение технического задания, оформление документов, бриф, договор, внесение оплаты, предоставление исходных материалов, утверждение сценария и остальных этапов работ, сдача ролика в ротацию, если это ТВ. Если вы обратились к профессионалам, то редко встретите затягивание этапов работ. Тем не менее, и со стороны видеостудии возникают проблемы. На каких этапах продакшн может затягивать сроки? Уточнение требований и пожеланий к проекту, разработка креативных идей и сценария, адаптация материалов заказчика под проект, например, 3D-моделей, полная переделка с нуля некоторых этапов, производство нестандартных или самых сложных видеороликов и стилей. Если затягивает видеостудия, решение для клиента – поэтапная оплата. В случае расторжения договора продолжает следующий подрядчик. Для этого добавьте пункт в договор, что при расторжении деловых отношений исполнитель отдает исходные файлы проекта заказчику. Кстати, интересное наблюдение. Замечено, что в отделе обслуживания большее внимание получает тот клиент, который ведет себя активнее и больше себя проявляет в работе. Как ускорить создание видео, если вы клиент? Первое. Четко сформулируйте для продакшена задачу, зачем делается видео и для кого, а также расскажите о бизнесе или продукте, о котором пойдет речь. Второе. Выберите одно ответственное лицо за все согласования со стороны вашей компании. Третье. Старайтесь давать конструктивные комментарии как можно быстрее. Проекты, на которых клиент дает обратную связь за один рабочий день, делаются заметно быстрее. Четвертое. Предоставьте все исходные материалы перед началом работы. Логотипы, фирменный стиль, архивные файлы и подобное. Пятое.
Ставьте сроки чуть раньше нужного дедлайна. Если выставка 20 числа, настаивайте на 15 числе при подписании договора. Шестое. Внимательно ознакомьтесь с договором и добавьте выплату неустойки за срыв сроков за каждый день просрочки, если такого пункта нет. Седьмое. Пропишите в договоре время на создание и согласование каждого этапа. Восьмое. Давайте разумное количество правок во время работы. Подытожим. Каждый видеопродакшн, кто проработал достаточное время на рынке, знает, какие сроки ему понадобятся для создания вашего видеоролика. Здесь помогает предпроектное администрирование. Выбирайте профессионалов, а выбрав, относитесь к подрядчикам как к партнерам. Партнерам вы вряд ли будете ставить невыполнимые требования, и к партнерам, скорее всего, будете прислушиваться. При таком поведении со своей стороны и соблюдении вышеперечисленных пунктов вы получите отличный продукт в установленные сроки. Именно с таким подходом с заказчиком мы создали объясняющий видеоролик для сервиса Tuk2Do всего за 2 недели. Сроки на изготовление видеоролика были сжатыми из-за презентации прототипа сервиса. В норме такие анимационные ролики делаются за месяц, но заказчик очень оперативно давал обратную связь, не перегибая палку с количеством правок. Презентация сервиса состоялась успешно, заказчик даже оставил официальный отзыв, а мы пополнили портфолио качественным эксплейнером по последнему слову motion дизайна. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, какие сроки при создании видео для бизнеса вы считаете адекватными. Интересно узнать ваше мнение. Подписывайтесь на наш канал и паблик ВКонтакте, оставляйте заявку на сайте, ссылка будет в описании, и мы вам подробно расскажем, в какие сроки может быть выполнен ваш будущий видеоролик. Удачи!